Приветствую! Вы на канале Realistic PS. В преддверии праздничной кампании в eFootball 2023 я вкратце упомянул об обновлении стимовских файлов, ведь как мы все с вами знаем, эти самые файлы становятся отражением работы Konami над игрой. И все маломальски значимые изменения в eFootball происходят после обновления этих самых файлов. Тогда я предположил, что это может относиться к обновлению в преддверии праздничной кампании, но как мы видим, ничего глобально не изменилось, а это значит, что эти файлы скорее всего относятся к eFootball 2024. Сегодня поговорим об этом поподробнее, поэтому устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своей активностью, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, ну а мы начинаем. Если вы так же, как и я, ну или по крайней мере отчасти следите за новостями по eFootball, то вы наверняка знаете, что мы нередко обращаемся к файлам стимовской версии, потому что они нам дают небольшое представление о том, как продвигается работа со стороны Konami над игрой. Обычно мы обращаем внимание на обновление файла QCheck, но за последнее время также появилась парочка интересных файлов, которые также обновляются почти что в режиме реального времени, ну или по крайней мере со скорой периодичностью, а именно также закрыта от общего глаза строчка Rating и также King. Итак, что же это за файлы, что они в потенциале могут из себя представлять и что это в целом значит? Касаемо строчки Rating, в своем ролике высказался Ренан Гальвани. Исходя из его слов, эта строчка может означать, что Konami проверяют свою игру на предмет рейтингования, то есть проставления рейтинга возрастов. Для всех, для старше 16 лет, для 18 лет, ну и так далее. Судя по всему, Konami собираются добавить что-то такое, что в свою очередь вновь требует оценки для подходящего возраста игры в данный проект. Как мы все с вами знаем, лутбоксы в футбольных симуляторах, да и в остальных играх подлежат рейтингованию, и вполне возможно, что Konami добавляет дополнительный элемент доната в игру, который также может быть связан с Мастер-лигой, но об этом чуть позже. А вот касаемо строчки King, все намного интереснее. Как я успел предположить в одном из предыдущих роликов, данная строчка могла относиться к нынешней версии eFootball, к 23-й части, но ввиду того, что изменений особо не произошло, строчка все еще на виду, из этого мы можем сделать вывод, что она скорее всего относится к eFootball 2024. И исходя из предыдущего опыта взаимодействия со всей этой файловской системой из Steam, мы можем предположить, что Konami уже вовсю тестирует контент для будущего обновления к eFootball 2024. Ведь исходя из слов Ренана Гальвани в его твиттере, большинство режимов уже и без того присутствуют в игре, и Konami их просто тестирует, и только от них зависит, когда тот или иной режим появится в игре. И вполне не исключено, что весь тот контент, который ожидается с eFootball 2024, уже также вовсю тестируется разработчиками. Например, та же самая Мастер-лига, которая тестируется на предмет играбельности, работоспособности и взаимодействия донатных механик. Ведь мельком успели проскочить слухи, что некоторые функции в Мастер-лиге могут быть доступны за донат. Насколько это вообще правдиво и реально, остается лишь догадываться. Но ввиду того, что слух выглядит таким вот маловероятным, особо мы его обсуждать всерьез не будем, просто примем во внимание. И это лишь малая доля того, что разработчики могут тестировать во всей этой файловской системе. Но факт остается фактом, судя по всему, Konami уже тоже всеми мыслями, правдами и неправдами уже находится в eFootball 2024. В комментариях под этим роликом, как и всегда, я буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного. Как вы думаете, что из себя представляет эта самая строчка King? Неужели Konami и вправду думает, что с релизом eFootball 2024 будет этакое возвращение короля? Или что-нибудь в этом роде? Также не забывайте ставить лайки, это способствует продвижению ролика. Подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые, но и про наши соцсети также не забывайте. У меня же на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч.